Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Приехал в Великотырново, вот, город, который до Софии был столицей. Вот, был столицей до того, как Османская империя захватила Болгарию. И, соответственно, после освобождения столицу от греха подальше решили подвинуть подальше, перенести как раз в Софию. Вот. Но до этого момента все цари, все крепости, все было здесь. Ныряем вот в такие атмосферные улочки. Я думаю, что здесь таких будет еще много. Погода шепчет. Сегодня до плюс 10 градусов. Есть немножко снег на крышах, но я думаю, что он сегодня растает. А вот это самая главная крепость. Царская. Так она выглядит. Селимся в хостел. В хостеле уже познакомился с ребятами. Парень с Бельгии, поедем завтра с ним попутешествовать недалеко в Габрово. В общем, хостел отличный, компания супер. Вот такая предстоит лестница, я уже заколебался идти на самом деле. А вот это, собственно, вид из этой крепости, Царевец она называется. Здесь заседали болгарские цари до 14 века, пока к ним не пришли османы и не закончили. Ну, могу сказать, что мне здесь определенно нравится. Есть, короче, есть в интернете списки топ-10, топ-15 стран Балкан, городов, извиняюсь, там городов, мест, достопримечательностей, самые там топовые. Вот. И там они разные, на одном сайте так, на другом так, в другом порядке другие города. Но типа есть, которые там встречаются всегда. Это вот типа Кодар в Черногории, это Охрид, Македония, это Дубровник, то есть это Мостар. Они там вот постоянно. А есть всякие разные, которые там меняются, то появляется, то нет. И вот Великотырново тоже входит в эти списки, то есть не в каждый. То есть если вы сейчас откроете там в интернете топ-10 городов Балкан, он его там может быть не быть. Во втором там списке, в третьем он может там где-нибудь на 10-м месте, потом в 4-м он там уже где-нибудь в 5-ке, короче. Ну то есть, короче, входит в эти списки. Вот, и могу сказать, да, действительно, город очень интересный. Церковь, вот эта вот крепость с церковью интересная. Здесь жили цари и патриархи. У них были, можно сказать, два соседних здания. Вот это вот церковь, в которой жил патриарх, а там дворец. Вот там башни его торчат. Ну, конечно, не так я себе представлял древнюю городскую церковь. Очень смело. Я чуть не испугался. Я сижу такой на скамейке, и тут просто в какой-то один момент... Разглеждайте ги изключително внимателно. Бъдете особено внимателни при посещението на Балдуиновата кула. Мне аж чуть плохо не стало, я чуть туда вниз не покатился от этого звука. Вот. Так выглядит крепость, то есть крепостная стена, она по кругу. Вот, а там дальше ущелье, река, дальше еще одна такая гора, потом еще одна. Короче, непонятно. Но очень, смотри, похоже на Мостар, да, это в Боснии. Там примерно такая же история, то есть город на двух берегах и большой каньон
с речкой. Небольшой, но быстрый. Короче, балканские города вообще топовые. Здесь куча туристов, с которыми, ну, вот мы прям там пообщались, да, они сюда приезжают. Для меня вопрос, типа, как вы приезжаете? Я из Софии, типа, мне приехать сюда. Ну, не то чтобы как бы сложно, но и не самый как бы очевидный путь. Я только на 3-й год жизни доехал до этого места. То есть уже везде побывал, но вот в этом месте только впервые. Ну и, короче, было вот интересно, то есть как какой-то там дед прилетел до Софии, потом из Софии сюда. Другой чел, он из Стамбула, едет на поездах. Вот. У него что-то не получилось заехать в Сербию, там с границы связано с паспортом. Я, честно говоря, особо пока не вникал. Вот. И он поменял планы, поехал через Болгарию. Теперь у него Болгария, Румыния, Венгрия. И дальше через всю, ну, уже как бы там центральную, западную Европу до Бельгии. Он с Бельгии, с юга. То есть там, где говорят на французском. Поэтому он говорит на французском. Вот. Я говорю, а ты когда-нибудь был на Балканах, там, типа, ты когда-нибудь был в Болгарии? Он говорит, нет, он говорит, никогда не был в этих краях. Я говорю, ну ты, наверное, в шоке от языка, от алфавита. Он говорит, да, я, типа, не понимаю вообще нифига. То есть я смотрю вот на эти буквы, и я не понимаю, что они могут даже значить. То есть могу представить, потому что примерно так же мы смотрим, там, не знаю, на греческие буквы или на грузинские. То есть у тебя нет даже предположения вообще, гласная это или согласная. Как она, на что она вообще похожа. Вот. И, соответственно, для них примерно так же. Ну, то есть какие-то буквы они знают, да, но это им на самом деле не помогает. Потому что они, например, знают букву Б, да, Би. А у нас это буква В. И то есть она совершенно по-другому читается, произносится. И они, то есть, даже еще и путаются. Вот. А типа всякие ща, это вообще просто тихий ужас. То есть они даже не знают, как к ней поступиться, с какой стороны. Вот. Ну, короче, это... И при этом они приезжают, и вот там еще мужичок со мной, номер, он из Шотландии прилетел. Вот. Но он там с фотоаппаратом, серьезный путешественник, я думаю, он много где был, много чего видел. Еще, короче, у него тоже поспрашиваю, пообщаемся, интересно. Вот. Короче, интересный опыт именно так пожить. Я как раз и хотел поехать, чтобы в хостелах пожить, с кем-нибудь познакомиться, с кем-то пообщаться, там, попрактиковать английский. Вот. Ну, плюс место интересное, оно супер туристическое, то есть я это прекрасно знал. Будет по-любому интересно, и по-любому много туристов. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри. Подъезд научил нас любить ступеньки. Водник, стоявший там, нам свидетель. Кто мечтает кошмариться в нем до смерти, я был. Не показал свой хостел, но уже утро, не буду никого будить. В общем, это здесь гостиная, точнее, в котором кухня, в которой можно готовить, сидеть, болтать, трещать. Здесь по лестнице поднимаешься в общий зал, и там несколько комнат. Вот в одной комнате 10 кроватей, точнее 5 двухъярусных. Вот на одной из них я там спал. Вот есть отдельные комнаты, в целом такой приятный, тихий дворик, дом. Вот, все в порядке. Вот. Ну а я еду дальше, еду домой. На самом деле уже нагулялся, немножко уже устал. В таких поездках понимаешь, почему все-таки хорошо быть дома. Вот. Когда немножко тебя присытили, уже
путешествие, да, то есть мы в путешествие выезжаем тогда, когда устали от домашней рутины и суеты, вот, а из путешествия мы уезжаем тогда, когда устали от этих всех переездов, хостелов, незнакомых людей. Вот, всегда приятно вернуться домой, где все знакомо, приятно. Ну и, кстати, с Новым годом! Люблю, на самом деле, 1 января. Это, на самом деле, давняя уже такая привычка. Давно заметил, что самый кайф, пока все 1 января очухиваются, просыпаются, спят, самый кайф вот так часов в 9 утра выйти, и ты один в городе, в любом, в каком бы я ни был в этот момент. Хоть в Питере, хоть в Софии, в Тбилиси было дело. Неважно. Ты становишься с утра в 9, пока все спят. Город в твоем полном распоряжении. На улице уже солнце, приятно, светло, тепло. Кайф, никого нету. Надеюсь, автобусы будут работать. Здравейте. Загорная Ореховица? Да. Добре. Интересная история. Вот смотрите, люди на улице с утра пораньше наводят движение. Это, я так понимаю, что это турки. Вот, и они, короче, это уже на вокзале, какие-то дела, делишки, мужички обсуждают за чашечкой кофе и сигареты, вот, какие-то дела, какие-то вопросики надо тут порешать. Ну, в общем, это вокзал. Тут и такси, и автобусы, много поездов. Реально такая очень проходная станция. Вот, много направлений. Это географический центр, получается, Болгарии. Поэтому действительно тут это вопросики по-любому тут нужно это решать. Какая-то тут торговля, какие-то вот тут ресторанчики, короче, все тут работает. Вон по диагонали, прямо напротив, казино, слоты. Можно чисто часочек между поездами скоротать, посидеть в казино, порубиться. Почему нет? Ну как не сделать обзор на туалет? Это же, можно сказать, лицо поезда. Тут, значит, водичка, все работает. Мыла нет, конечно. Туалетка, ну так вроде. И, собственно, классический унитаз. Все максимально стабильно и похоже. Но чистенько могу сказать, что поезд уже едет что-то 7 или 6 часов. Вот вроде все нормально. Какой-то странный в Софии туман. Все деревья покрыл инеем. При этом не сказать, что холодно, но просто сильно влажно. Я в Софии, вот трамвай, вот остановка. Осталось чуть-чуть до дома. Туда, вперед, в туман. Неизвестное будущее.